«Анечка, ну улыбнись!» Наталья Ивановна приобняла девочку. «Посмотри, какую игрушку тебе передали!» Девочка лет 7 грубо оттолкнула руку воспитательницы, в которой та держала белого плюшевого мишку. «Анечка, ну что ты? Это тебе от папы с мамой. Ты же помнишь своих папу и маму?» «Не помню», – прошептала девочка, не глядя на воспитательницу. «Я ничего не помню, мне никто не нужен». Наталья Ивановна вздохнула. Ей было очень жалко эту белокурую зеленоглазую девчонку, милую и беззащитную. В свои 7 лет Анечка пережила не одну трагедию и практически не шла на контакт. А ведь ее здесь только-только немного отогрели, и вот опять. Детский дом, в котором работала Наталья Ивановна, считался и был одним из лучших в районе. Причина этого была проста. Здесь собрался хороший коллектив. Педагоги, нянечки, психолог, методисты и заведующий. Все в первую очередь думали о детях. Заведующая Эмма Андреевна каким-то чудесным образом видела, как человек относится к детям еще до того, как он приступал к работе. Тех, кто хотел здесь просто заработать, она не брала в штат. Тех, кто не умел сочувствовать и переживать, тоже. Те, кто не любил детей, никогда не попадали в этот детский дом даже уборщицами. Как Эмме Андреевне это удавалось, никто не знал. Но в этом 11-м детском доме дети чувствовали себя действительно как дома. Они находили поддержку и защиту у воспитателей. Отогревались душой после тех печальных событий, впоследствии которых они, собственно, и оказались здесь. Конечно, несмотря на все это, всем детям хотелось иметь свою семью, родителей и дом. Наверное, именно поэтому заветным словом «мама» они встречали каждую посетительницу их учреждения. Аня попала в детский дом, когда ей было всего 3 года. Ее забрали от матери, которая вела асоциальный образ жизни. Соседи позвонили и пожаловались, что ребенок часто остается дома один, а мать часто видят пьяной, нередко она приводит гостей и устраивает шумные вечеринки. Представители социальной службы несколько раз приезжали к Людмиле и предупреждали ее о том, что заберут ребенка, если она будет продолжать в том же духе. Но молодой женщине, а Люде было всего 19, гораздо важнее был интересный досуг, чем собственная дочь. Возможно, причиной этого было то, что молодая женщина была детдомовкой и просто не умела о ком-то заботиться. Аню забрали у матери, когда та исчезла на 2 суток, оставив малышку одну в запертой квартире. Аня плакала и стучала в дверь кулачками. Соседи вызвали милицию и социальную службу. Аня была запущенным ребенком. В свои 3 года она говорила всего несколько слов, боялась людей, не умела играть с детьми, ела руками и не могла самостоятельно одеться. Девочка пряталась от воспитателей под стол и воровала хлеб, который потом ночью тайком ела, укрывшись с головой одеялом. Держалась Аня сама по себе, окружающим не доверяла и относилась ко всем настороженно. Когда буквально спустя полгода девочку решила усыновить бездетная супружеская пара средних лет, то директор детского дома Эмма Андреевна была категорически против. «У нас много деток», — объясняла она им. «Разного возраста, пола, темперамента. Вы можете выбрать любого, вот только Анечка. Мне кажется, она еще не готова идти в семью. Слишком мало времени прошло с тех пор, как она попала в наш детский дом. Она еще здесь не адаптировалась до конца, а после того, в каких условиях она жила, ей для этого нужно больше времени». «Эмма Андреевна, я увидела Анечку и сразу поняла, что она мой ребенок», — уверяла директрису будущая приемная мать. «Она даже похожа на меня в детстве. Именно о такой дочери я и мечтала, именно такой видела ее во снах. А то, что не адаптировалась, так это даже хорошо. Сразу в нашей семье и адаптируется». «Она не такой ангел, как вам кажется», — вздохнула Эмма Андреевна. «Это ребенок с тяжелым прошлым. К ней нужен особый подход. Желательно занятия с психологом. Все не так просто. Здесь у нас нет обычных детей. У всех в прошлом драма, но Аня особенная. Любовь и семейный уют лечат все», — отмахнулась женщина с лучезарной улыбкой. «Или вы думаете, в детском доме ей будет лучше, чем в нормальной семье?» Эмма Андреевна покачала головой. Будь ее воля, она бы не позволила отдавать Аню на удочерение. Не сейчас. Девочка к этому была явно не готова. Да и семья эта. Директор все никак не могла понять, зачем им вообще ребенок. Не выглядели они людьми, способными жертвовать чем-то ради чужого ребенка. А в случае с Аней пожертвовать придется многим. Свободным временем, нервами, деньгами.
Однако в сложившейся ситуации Эмма Андреевна не могла ни на что повлиять. Семейная пара, которая собиралась удочерять девочку, пришла от самой начальницы социальной службы. Мужчина был каким-то местным начальником, поэтому и документы им оформили быстрее, чем остальным. И ребенка они выбрали сами, остановившись на Анечке. К девочке они пришли всего пару раз, принесли конфет, фруктов и печенья. Аня приняла подарки молча, едва кивнув в знак благодарности. Она испуганно смотрела на незнакомых ей людей, рефлекторно отодвинулась, когда Марина Филипповна попыталась ее обнять. «Дикая она какая-то», — проговорил, глядя на это, Кирилл Васильевич. Он совершенно не стеснялся говорить это в присутствии девочки. «Ничего, привыкнет», — отмахнулась женщина. «К хорошему быстро привыкают. Я теперь твоя мама», — обратилась она к Анечке. «Мама», — кивнула та, однако в ее глазах ничего не отражалось. Спустя месяц Аню уже забирали из детского дома. Девочка не понимала, что происходит, поэтому заметно нервничала. Она только-только начала привыкать к здешним порядкам. «Какая милая девочка!» — попыталась обнять Аню Марина Филипповна. «Просто прелесть. А в этом желтеньком платьице с оборками, которое я ей купила, она вообще куколкой будет». «Симпатичная», — кивнул ее муж Кирилл Васильевич. «Только смотрит она все так же, как волчонок. Собирайтесь быстрее, у меня еще дела». Аня не понимала, что хочет от нее эта странная женщина с фальшивой улыбкой. Она попыталась оттолкнуть ее руки, но та уже надевала на девочку голубое платье с оборками. «Я не хочу», — проговорила девочка, когда Марина Филипповна взяла ее за руку и попыталась вывести из помещения. «Нет, Анечка, мы едем домой. Теперь у тебя будет свой дом. А какую комнату мы для тебя приготовили, просто загляденье!» Заливалась соловьем женщина. «Не хочу домой!» — сжалась Аня. Где-то в подсознании это слово ассоциировалось у нее с холодом, голодом и постоянным страхом. Куда-куда, а возвращаться домой она не собиралась. «Анечка, теперь у тебя будет другой дом», — пришла на выручку Наталья Ивановна. «Красивый и уютный, и любящая мама и папа». Кирилл Васильевич при этих словах нахмурился. Он до последнего не хотел идти на этот шаг, усыновлять чужого ребенка. Долго спорил с женой, пытаясь отговорить ее от этой идеи. «Марин, но ведь это чужой ребенок. Он никогда родным нам не станет. А ты вообще понимаешь, какая там может быть генетика? Вдруг он наркоманом вырастет или вором? Мы же никогда не узнаем, кто его родители. Да и вообще, нормальные люди ведь не могут отказаться от своего ребенка. Следовательно, усыновить нормального малыша практически невозможно. Кирилл, помимо генетики есть еще и воспитание. И роль его не меньше, чем роль наследственности. Ты же понимаешь, что нам уже не по 25 лет, что своего малыша мы вряд ли уже родим. А я хочу стать матерью, пусть даже таким способом. Не сдавалась женщина. Мы же столько обследований прошли, в стольких больницах были. Вздохнул мужчина. Нам же везде говорят, что все нормально, что мы можем родить собственного ребенка. Никаких нарушений нет ни у тебя, ни у меня. Нужно просто перестать на этом зацикливаться. Отпустить эту проблему, так сказать, переключиться. Переключиться? Тогда почему за 10 лет брака мы так и не родили ребенка? Нахмурилась женщина. Я ведь не всегда была зациклена на беременности. Но ведь так и не получилось забеременеть. Я, конечно, верю в чудо, но с каждым днем все меньше. А если ничего не получится? Я хочу ребенка, Кирилл, и я согласна даже на приемного. Ты ведь понимаешь, что роль женщины – это прежде всего материнство. Приемный никогда не станет родным, повторил мужчина. По крайней мере, для меня. А материнство? Разве плохо мы с тобой живем без ребенка? Живем друг для друга. Это ты сейчас так говоришь. У вас, мужчин, вообще все это по-другому работает. Вы и к своим детям не сразу пламенной любовью вспыхиваете. Это мать, которая выносила малыша, любит его еще в утробе. А отцу нужно увидеть, понять, познакомиться. Ты тоже обязательно его полюбишь, только не сразу. Я уверена, что буду любить этого малыша как родного, даже больше. Сейчас, глядя на то, как жена одевает эту постороннюю девчонку, Кирилл Васильевич еще раз убедился в том, что был прав. Чужой ребенок никогда родным не станет, по крайней мере для него. Анечка до сих пор прекрасно помнила ту комнату, в которую ее завела Марина Филипповна в тот день. Комната для куклы Барби, с розовыми занавесками и покрывалом, с пушистым бледно-розовым ковром, с игрушками, красиво рассаженными на полках. Аня почувствовала себя в музее.
Таких игрушек она еще никогда не видела. Здесь была и коляска с пупсом, мечта всех девчонок Аниной группы, и огромный белый плюшевый медведь, и детская кухонька с посудой и плитой, и салон красоты с расческами и игрушечным феном. Аня боялась даже прикоснуться к такой красоте. Она лишь восхищенно разглядывала все эти богатства. «Иди, играй!» – нетерпеливо подтолкнула девочку Марина Филипповна. Ей не терпелось увидеть, как Аня со щенячьим восторгом бросится к новым игрушкам. Однако Аню Марина Филипповна совсем не знала. Девочка стояла и смотрела на игрушки. Она не могла поверить в то, что все это теперь ее. В тот вечер девочка к игрушкам так и не прикоснулась. «Вы бы обратились к психологу». Воспитатель детского сада, в который отдали девочку спустя месяц, высокомерно поджала губы. «У вашей девочки явные проблемы с психикой». «В смысле проблемы?» Марина Филипповна нахмурилась. «Аня ни с кем не играет, не общается, игрушками не делится. Зато ест как будто не в себя. И хлеб под подушку прячет. Разве это нормально? Вы должны обратиться к специалисту. А сегодня она вообще толкнула Никиту Толстихина. Так что тот упал. Хорошо, что хоть об угол не ударился. А то не знаю, что могло случиться. Вы же понимаете, Никита сын прокурора». «Я обязательно поговорю с Анной», — кивнула Марина. Она разочарованно взглянула на девочку. Та сжалась под ее взглядом. «Не понимаю я вас, Марина Филипповна», — протянула моложавая воспитательница. «Зачем вам ребенок из детдома? Намучаетесь вы еще с ней». Надежды Марины на счастливую идеальную семью с милым жизнерадостным ребенком совершенно не оправдались. Кроме внешности, от дочери мечты у Ани не было ничего. Прошло полгода с тех пор, как Марина Филипповна и Кирилл Васильевич забрали девочку из детского дома. Как считала женщина, достаточное количество времени для того, чтобы адаптироваться в новой реальности. Аня же так и осталась холодной и чужой. Она не любила, когда ее обнимали или просто прикасались к ней. Ничем не выражала своей любви, которой, кстати, скорее всего, и не было. Девочка держалась обособленно. Она не играла своими шикарными новыми игрушками. Только одним пупсом, которого она даже спать с собой брала. Он был похож на ее пупса из детского дома. А еще Аня не разговаривала. Порой Марине Филипповне казалось, что девочка ее даже не понимает. Вопрос или просьбу приходилось повторять несколько раз. Кирилла Васильевича Анна и вовсе не воспринимала. Она его боялась. Когда он приходил, девочка пряталась под стол. Хотя мужчина никогда даже не повысил на нее голос. Он ее скорее старался не замечать. «Я же говорил, что так будет», — говорил он жене. «Разве это нормальный, адекватный ребенок? Кто-нибудь это увидит, решит, что я ее избиваю, оно мне надо». Просто она не привыкла к мужчинам. У них там в детском доме мужчин-то и не было, а вот она и боится тебя. «Марин, давай смотреть правде в глаза. Анна никогда не станет нормальным, обычным ребенком. У нее психика, судя по всему, с самого младенчества нарушена», — отмахивался Кирилл Васильевич. «Ее же стыдно знакомым показывать, а особенно тем, у кого нормальные дети». «Аня тоже нормальная», — защищала девочку Марина. Однако она с каждым днем все больше в этом сомневалась. Сегодня это подтвердила еще и воспитательница. Марина Филипповна вздохнула. «Ты что, не наедаешься?» — зло дернула она девочку. «Сколько можно меня позорить? Зачем ты хлеб под подушку прячешь? Я тебя что, не кормлю?» «Кормишь», — тихо пролепетала Аня. «А Никитка чем тебе помешал?» — продолжала выговаривать девочке Марина Филипповна. «Такой милый мальчик, что же ты такая глупая? Что молчишь?» — дернула женщина Аню за рукав. «Прав, наверное, был Кирилл Васильевич. От осинки не родятся апельсинки», — разочарованно протянула она. Теперь Аня уже не казалась ей милой и симпатичной девочкой. Скорее упрямой и противной. Казалось, что люди, проходящие мимо, уже не смотрели на них с умилением. Скорее, с плохо скрытой насмешкой. Сплошное разочарование. «А я тебе говорил», — махнул рукой муж в ответ на рассказ Марины. «А дальше что будет? Это тебе не родная дочь, это ребенок из социального дна. Заварила кашу, а нам теперь расхлебывай». Марина Филипповна не сдавалась. Она все еще играла роль идеальной матери. Читала они книжки перед сном, включала развивающие мультфильмы, завязывала белые банты, которые девочка тут же снимала. Но с каждым днем, не видя отдачи, делала это все с меньшим желанием. «Наигралась», — сказала бы, глядя на это Эмма Андреевна. «Кирилл, я беременна»,
Марина смотрела на тест с удивлением и надеждой. «Как беременна? Но ты ведь сама говорила, что этого не может быть. Тебе ведь 35, и ты ни разу до этого не беременела. Марин, мы 10 лет вместе живем, и ни разу. Ты уверена?» Кирилл ошарашенно смотрел на жену. «Уверена», — кивнула она. «По крайней мере, чувствую я себя странно. Тошнота, головокружение, задержка 10 дней. 5 тестов положительный результат показала. Завтра в больницу пойду». В больнице беременность Марины подтвердилась. Женщине приписали витамины и щадящий режим. Марина была на 7-м небе от счастья. Во время беременности Ани она уже практически не занималась. Девочку также водили в детский сад, кормили, одевали, вместо сказок включали ей мультфильмы по вечерам. Марина уже не пыталась с ней поговорить. Ей больше не было интересно, что на душе у этого странного ребенка. Она ждала своего родного малыша. Это было настолько волнительно, что до Ани ей теперь не было никакого дела. Марина родила девочку. Малышку назвали Валерией. Какая она красавица! Кирилл стоял, склонившись над кроваткой. «Красивее ребенка я не видел». «Это потому, что это твоя родная дочь», — умиленно проговорила Марина. «Я сама никак не налюбуюсь». Аня к малышке не подходила, ее никто к кроватке не звал. Лишь однажды, когда маленькая Лера заплакала, Аня хотела ее успокоить и взять на руки, как Марина. В это время в комнату вошел Кирилл. Он коршуном налетел на девочку. «Положи!» — кричал он. «Не смей ее трогать, это тебе не игрушка!» Младенец расплакался от крика. «Видишь, ты напугала ее!» — продолжал мужчина. «Чтобы я тебя рядом с Лерой не видел!» Аня стояла, вжавшись в стену. По ее щекам текли слезы. Она мечтала спрятаться куда-нибудь, чтобы ее никто никогда не нашел. «Кирилл, мне совсем неудобно возить Анну в детский сад», — устало проговорила Марина. «Я ведь не могу Лерочку одну бросать, а будить ее так рано не хочется. Ты бы не мог завозить Аню в сад перед работой? Но я еду к семье, это очень рано. Да и возиться с Анной мне не хочется. Почему я должен тратить на нее свое время? Ты же решила ее удочерить, ты и занимайся». «Но как, Кирилл, я правда не могу». «Марин, может, мы отдадим ее обратно? Я узнавал, так можно сделать», — проговорил Кирилл. «Эта девочка так и осталась нам чужой. К тому же от нее столько проблем». «Но как, Кирилл, что нам люди скажут?» — возмутилась Марина. «А какая разница? Это ведь не людям, а нам ее всю жизнь нянчить. Ну не лежит у меня к ней душа, а видеть ее не хочу. Да и она волчонок волчонком. И на Лерочку она как-то странно смотрит. Как бы она ей чего ни сделала, мало ли что у нее в голове». Разговор о Лерочке возымел нужное воздействие на молодую мать. Она вся растворилась в ребенке и очень боялась, что кто-то причинит ему боль. «А насчет людей не волнуйся», — продолжал муж. «Мы ведь с тобой хотели дом купить, вот и купим коттедж в пригороде. Я уже присмотрел. Там нас никто не знает. Уже без Анны будем переезжать». Марина долго не думала. Она устала добиваться любви от чужого ребенка. Тем более теперь у нее был свой. Кирилл сам позвонил в детский дом. Эмма Андреевна побледнела, выслушав его слова. «Я ожидала чего-то подобного», — тихо проговорила она. «Ты едешь в гости к своим друзьям», — проговаривала Марина Филипповна, собрав Анины вещи. Из игрушек она положила девочке только ее любимого пупса. Все остальное предусмотрительно оставила для Лерочки. «Погостишь там несколько дней». «Вы меня отдаете обратно?» — тихо спросила Аня, глядя прямо в глаза приемной матери. «Я слышала, как ты с ним разговаривала». Аня всегда называла Кирилла «он». «Нет, что ты выдумываешь?» Марина Филипповна старалась не смотреть в глаза девочки. «Это всего на несколько дней». «Не надо, мама!» Аня пыталась схватить Марину за руку, слезы катились у нее из глаз. «Пожалуйста, не отдавай меня!» «Идем!» — тащил ее за руку Кирилл. Марина хотела что-то сказать, но вдруг расплакалась Лерочка. «Снова разбудила!» — шикнула Марина на Аню и убежала к дочери. Кирилл потащил девочку к машине. «Анечка, ну улыбнись!» Наталья Ивановна приобняла девочку. «Посмотри, какую игрушку тебе передали!» Девочка лет 7 грубо оттолкнула руку воспитательницы, в которой та держала белого плюшевого мишку. «Анечка, ну что ты? Это тебе от папы с мамой. Ты же помнишь своих папу и маму?» «Не помню», — прошептала девочка, не глядя на воспитательницу. «Я ничего не помню, мне никто не нужен». Наталья Ивановна вздохнула. Ей было очень жалко эту белокурую зеленоглазую девчонку, милую и беззащитную.
«Наталья Ивановна, откуда у вас это?» Эмма Андреевна подошла к воспитательнице и отозвала ее в сторону. «Это что, Ивановы передали?» «Ну да», — кивнула Наталья Ивановна. «Они же к вам пошли. Сказали, что заберут Анечку назад. Мишку этого они ей и передали». «Никого они не заберут», — нахмурилась женщина. «Как так можно? Считают, что детдомовские дети — это игрушки. Захотел — взял, захотел — отдал. Я не пойму. Они же сами от Ани тогда отказались. Как она плакала, как переживала. Все-таки успела девчонка привязаться к этой странной семье. Что же случилось снова? С чего это они решили ее забрать назад? Я так понимаю, она мешала их счастливой жизни с новорожденной родной дочерью». «Мешала. Не вписывалась в картинку их идеальной семьи. Только их родной дочери недавно диагноз поставили. ДЦП у нее. Она никогда ходить не сможет, да и вообще жить полноценной жизнью», — проговорила Эмма Андреевна. «Мне здесь Марина Филипповна плакалась, что это им кара небесная за Анечку. Вот они и решили ее забрать. А я думаю, что они просто решили из Ани вырастить бесплатную няньку для своей дочери. Ребенка жалко», — вздохнула Наталья Ивановна. «А этим горе-родителям по делам. А как же вы им отказали? У них же, насколько я знаю, какие-то там связи». «Я сказала правду, что Аню удочеряют», — улыбнулась директор. «Аню удочеряют? Но кто это, правда?» — ошарашенно смотрела на директрису Наталья Ивановна. «Правда», — кивнула та. Я давно уже хотела ее забрать, а тут как раз такой повод. Ты же знаешь, как погиб мой мальчик. Я устала от одиночества. Аня, конечно, не заменит мне сына, но станет прекрасной дочерью. Я одна в двухкомнатной квартире. И Аня одна. Ей нельзя к чужим, она не переживет еще одного предательства». Наталья Ивановна еще долго смотрела вслед Эмме Андреевне. Она была рада и за директрису, и за воспитанницу. Они действительно помогут друг другу отогреть души. А Ивановы? Что ж, за предательство всегда наступает расплата. А за предательство беззащитных детей вдвойне. Каждому свое. Пожала плечами Наталья Ивановна. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this.
Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago,
so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates?
Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this.
How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.